Всем привет! В этом мастер-классе я хочу поработать с эпоксидной смолой, показать вам палетку для визажиста, сырную тарелочку и подстаканник. Все будем делать в одной цветовой гамме, и это будет переплетаться у нас с морем. Так как я живу в Крыму, морская тематика очень близка ко мне. Итак, не буду вас забалтывать, давайте приступим к заливке. Развожу эпоксидную смолу. Здесь не буду уже рассказывать, как я ее развожу. У разных смол разные пропорции смешивания отвердителя со смолой, поэтому следуйте инструкции вашей эпоксидной смолы. И дальше, когда я уже замесила порцию смолы, я разливаю небольшое ее количество в одноразовые стаканчики и смешиваю с пигментами. Это темно-синий, непрозрачный, это голубой, непрозрачный, и бирюзовый с спиртовыми чернилами, это уже идет прозрачный, третий оттенок. Подготовила силиконовую форму палетки под визаж и под сырную тарелочку. И начинаю заливку с темного оттенка, самый темный цвет моря. В нижней части разливаю, дальше добавляю голубой оттенок. Напомню, что синий и голубой у нас непрозрачные. Третий оттенок у нас будет бирюзовый, где смола смешана с спиртовыми чернилами. И знаете, что я сделаю еще четвертый оттенок вот в эту емкость, где у нас были спиртовые чернила бирюзового цвета, я добавляю еще немножко прозрачной эпоксидной смолы. Прозрачную мы также оставляем, потому что у нас будет еще один оттенок прозрачный уже ближе к верхнему краю наших силиконовых форм. Мы замешиваем также спиртовые чернила, только я здесь делаю более светлый оттенок, чтобы от яркой насыщенной бирюзы прозрачной плавненько переходили к более светлой бирюзе, и все остальное пространство, которое осталось у нас в молдах, я заливаю прозрачной эпоксидной смолой. От пузырьков воздуха избавляемся с помощью горелки. И первый этап у нас в принципе здесь закончен. Я не смягчаю переходы, потому что еще будет две заливки сверху, поэтому вот как растечется смола, так и будет растекаться в этих формах. И у меня осталось еще немножко смолы, потому что я замешивала 160 мл. Я опять разделяю смолу на разные емкости. Темно-синий цвет у меня будет присутствовать, и цвет смешанный у меня также спиртовые чернила, бордовые, фиолетовые оттенки смешанные, и белый оттенок эпоксидной смолы. Получается, самым темным цветом, темно-синим, мы окрашиваем у бортиков форму. Дальше у нас идет прозрачный фиолетовый, там где мы бордовые спиртовые чернила с фиолетовыми смешивали. Прозрачность остается при смешивании со спиртовыми чернилами. Дальше по центру добавляю эпоксидную смолу без прокраски. И вот сейчас выливаю белую эпоксидную смолу. Предварительно в белую смолу я добавила жидкости для пористых ячеек, которые создают ячейки. Я оставлю внизу в описании под видео, где я брала и как оно выглядит. Как видите, ячейки расплываются, белая смола расплывается, и потом она даст нам красивый эффект уже с нижней стороны заливки. Все, я отставила на 24 часа наши заготовки, можно там на 8 часов отставить и сделать уже следующую заливку. И когда у меня первый слой подсох, я снова развожу эпоксидную смолу. Развожу уже в меньшем количестве, потому что покрывать буду только палетку и под тарелочку формы. Разделяю эпоксидную смолу по одноразовым стаканчикам. В одном стаканчике я только спиртовыми бирюзовыми чернилами развожу и смешиваю смолу. Сейчас заливка у нас уже будет прозрачная, непрозрачным перекрывать мы ничего не будем. И во вторую емкость я подкрашиваю сначала белой краской, а потом еще есть у меня вот такой вот порошочек для волн. Я также внизу оставлю ссылочку, где приобретала. Добавляю порошок для придания пены и начинаю выливать сначала эпоксидную смолу, подкрашенную спиртовыми чернилами, та что бирюзового цвета, выливаю на таком небольшом расстоянии друг от друга, как бы волны делаю. Между двумя волнами есть промежуток пустой, этот промежуток будем заполнять прозрачной эпоксидной смолой. Здесь важно сейчас оставить прозрачность, то есть чуть-чуть подкрасить этот верхний слой, но оставить прозрачность в воде. Все остальное пространство я уже заливаю просто прозрачной смолой, без какой-либо прокраски.
Дальше наношу волны. Предварительно можете убрать пузырьки воздуха, если у вас их много образовалось на поверхности. Вообще пузырьки всегда убирайте горелкой, а можно, если есть промышленный фен, горячим воздухом. Можно также, вот как здесь я феном раздуваю сейчас волны. Фен до 300 градусов у нас нагревается, поэтому пузырьки сами по себе лопаются и проходят. Делаю небольшие волны. Это только первые, нижние. И вот так вот выглядят наши заготовки уже после высыхания. Прозрачность остается, легкие белые разводы также присутствуют. И еще вот в правом верхнем углу можете видеть, что я уже демолдинг сделала подстаканнику. Подстаканник у нас всего одна заливка была. И потом будем термослой делать. Теперь смотрите, просто прозрачную смолу заливаю сверху уже очень тоненьким слоем. Как на сырной тарелочке, так и на палетке для визажиста. Феном убираю пузырьки, можно сделать это горелкой. И теперь начинаю прорисовку уже белых волн. Также добавляла белую краску, белый пигмент в прозрачную смолу. Добавляла порошок для пены и добавляла, по-моему, несколько капель для создания ячеек жидкости. Сейчас иголочкой тоненько рисую волны. Как видите, очень-очень тонкий прозрачный слой смолы всего сверху нанесен. А потом, чтобы не раздувать феном и не делать такие большие разводы, чтобы у нас маленькие ячейки были, я беру трубочку коктейльную и дую просто в трубочку, раздуваю совсем чуть-чуть волны. Мне нужно, чтобы они были маленькие и аккуратные. В общем, раздуваем и даем подсохнуть этому слою. Так, теперь уже все высохло, подсохло. Было 3 слоя у нас. Достаю, извлекаю все из формы, и края неровные, края остренькие, поэтому края нужно будет отшлифовать. И так как подстаканники и тарелочки у нас будут использоваться по прямому их назначению, возможно, и на них будет ставиться что-то горячее, поэтому обязательно нужно будет покрывать термозащитой. У меня от Art Blonga термозащита. Развожу в пропорциях 100 на 80, в общем, пропорции у всех производителей разные, поэтому, пожалуйста, изучайте инструкцию перед тем, как разводить. Дальше наношу последний слой, термозащитный слой, он очень-очень тоненький, прям размазываем его аккуратненько. И перед нанесением термозащиты, конечно, лучше обезжирить поверхность спиртом. Я брызгаю спиртом, протираю и только потом наношу термозащиту, потому что она скатывается. Если вы не обезжирите поверхность, есть вероятность, что будет скатываться и придется вам долго ее вылавливать. Да, и термозащита высыхает быстрее, чем эпоксидная смола. У вас от силы минут 15-20 для работы, поэтому очень быстро ее расходуйте и наносите на поверхность ваших заготовок. Вот сейчас распределяю термосмолу по подстаканнику. Подстаканник делать легко, мы один раз заливаем, и потом нам только нужно будет обработать края и сделать термозащиту с одной стороны, с другой стороны, если все ровненькое, гладенько, ничего делать не нужно, но можете, если есть дефекты, то лучше сделать заливку эпоксидной смолой с обратной стороны или термозащиту. Мне показалось, что что-то не хватает в подстаканнике, я взяла опять белую эпоксидную смолу, там, где у нас для ячеек все, и с пеной добавлено морской. И, в общем, прорисовала бортики подстаканника и внутри несколько капель нанесла. И посмотрите на термозащите, как быстренько разбегается и распределяется ячейки. Они вот волны прям формируются, не нужно ни дуть, ни феном работать здесь. Вот даже смотрите, на палетке тонкий слой термозащиты. Обратите внимание, как белая смола подкрашена со всеми добавками, которые мы внесли. Посмотрите, как она сама превращается в ячейки, расплывается и создает волны. Здесь я даже не дула, ни фен не использовала, ни трубочку. Просто тонким слоем палочкой сделала разводы, полосочки, там, где мне необходимо было волны сделать. И все, и они сами разлетелись и расползлись, формируя ячейки на поверхности эпоксидной смолы.
Все, даем термозащите застыть. Она застывает очень быстро, но, конечно, для полной полимеризации выдерживайте даже не одни сутки, в идеале хотя бы 2-3 суток. После того, как все слоя подсохли у нас, изделие готово, нужно будет оформить бортики. Я здесь использую витражную краску на спиртовой основе, которая сохраняет прозрачность. Это Darwe Glass. Она дает характерный блеск. Если покрыть в 2 слоя, то получается, что не нужно никакой лакировки и дополнительной защиты в виде тонкого нанесения эпоксидной смолы. А вот подстаканник я уже буду покрывать жидкой поталиум, и также в 2 слоя я покрываю уже бортики подстаканника. И вот такие заготовки у меня получились. Кому-то может показаться, что очень много слоев заливки, столько дней над ними колдовать и все, но если вы что-то делаете параллельно и у вас остается там 20-30 минут свободного времени для творчества, то вы спокойно успеете за эти 20-30 минут сделать заливку, потому что со смолой работать очень просто. Единственное еще, пожалуйста, накрывайте ваши работы, вот вы как заливку сделали, обязательно создавайте какой-то колпак сверху над вашими изделиями, чтобы пыль, ворсинки, пылинки, волосы и все остальное туда, шерсть не попадала. На этом все. Если вам понравилась эта идея, если она откликается у вас, я буду рада, если у вас получится не менее прекрасные заготовки и изделия, чем у меня. В общем, дерзайте. А в описании под видео я оставлю ссылочки на все материалы.